Всем привет! Я, как всегда, вот я не знаю, почему у меня так получается. Я, как всегда, иду в ночь. Только недавно начала маршрут, потому что поезд мой был поздний. Приехала я поздно. И вот уже прошла 4 километра. И мне километра 4 еще надо пройти. Километраж, конечно, небольшой. Но учитывая то, что уже время около 9 вечера и идет мелкий дождь, это как бы не очень. А иду я по большой Таганайской тропе. Иду по дремучему лесу. Время не знаю сколько. Подозреваю, что уже где-то 10 вечера. Дорога ужасная. Так, надо остановиться, иначе уроюсь где-нибудь. Тропа просто месиво из грязи, воды, болотистая такая, скользкая. Очень быстро идти не получается. По карте смотрю, метров 800 осталось. А дойти все не могу. Уже очень похолодало. Не видно, наверное. А нет, вон видно, пар пошел. Короче, холодно уже. Я не знаю, как я буду лагерь ставить. Вот как всегда, Алина без приключений не может. Даже на обычной популярной тропе я нашла приключение, ё-моё, на ночь глядя. Вот такая вот тропа, короче, вся. Просто вся. Процесс сильно замедляется. И километраж тут уже бесполезно считать. Потому что время сильно увеличивается, прохождение. Время прохождения. Так. В общем, мне походу придется мост вот этот переходить. Тут подвесной мост. Вот он. Представляете? Я вообще в чужом городе. Ну, можно сказать, уже не в городе. Где-то в лесу, в тайге. Иду одна ночью под дождем. И еще я сейчас собираюсь подвесной мост перейти. Под дождем в темноте. Такого трэша я реально не ожидала. Ох, качается как. Ой, мамочка, прям сильно качается. В темноте как-то не очень идти. Жестко как-то. Плохо со стороны не снять и вообще не снять, потому что просто страшно снимать. Телефона лишиться. Все, я выключаюсь. Холодно, блин. Наконец-то я дошла до первой стоянки, более-менее нормальной. Тут даже костровище путнее есть, но я не пожгу костер. Сильно все мокрое, дожди на 11 час уже. Мне явно не до этого. Сейчас надо располагаться, короче говоря, по-быстрому. Вот так в ночи выглядит мой лагерь. Я сейчас переодеваюсь и все, и заваливаюсь греться. Мой любимый гамачок. Там очень тепло и уютно. В общем, сегодня что только не случилось со мной. Вот я реально не ожидала, что я пойду по популярной тропе довольно-таки и попаду вот в такую вот конкретную опу. Время 11:30, я только улеглась. Я даже не ела, потому что, честно говоря, мне не до еды. Там дождь так и льет, а он уже не дождь, а такой ледяной дождь уже. У меня такое ощущение, что он со снегом. В общем, дубака. Тут еще влажность высокая, рядом речка протекает. Ну, зубы я почистила. Умылась, зубы почистила, заставила себя, а кушать не стала вообще. Просто лягу голодная спать. И главное, что я переоделась, пригрелась. Мне так хорошо сейчас в гамаке. Я об этом мечтала вообще полдороги в гамак залечь. Потому что я в поезде ехала, 2 ночи практически не спала. Вот, я сейчас, надеюсь, высплюсь и до утра буду спать как младенец. Все, всем спокойной ночи, до утра. Короче, просыпаюсь, а у меня тент вот так лежит на гамаке. Думаю, что такое. Извините за съемку, конечно. Он вот так прям почти упал. Там вот зима пришла. Ёшкин кот, его просто засыпало снегом и придавило. Жесть.
Сегодня 13 мая, Алина вернулась, короче, в зиму. Да, зато красота какая. Честно говоря, мне на эту красоту уже надоело больше полугода смотреть. Зима все никак не заканчивается. Это какой-то кошмар. Короче, без приключений я не могу. Я думала, вот реально, я думала, на Таганай уж я схожу просто и легко. Но у меня, видимо, так не бывает. Это кошмар. Я не знаю, как я в такой снег пойду. Он, главное, валит и валит. Ну, красиво, конечно. Доброе утро, земля. Ну что, вот такая зима вокруг. Снег валит и валит. Интересно, он целый день будет валить? Ёшкин кот. Вон мой гамак весь засыпало снегом. Просто ужас. Эту сторону вот я уже стряхнула и снова навалила на нее снег. Сейчас пойду с той стороны оттряхну. Вот так вот просто снегом завалила. А я думаю, что ты это прогнула? А снег-то тяжелый же, мокрый. Капец. Просто капец. Вот сразу поднялся. Планер такой стал. Ожил, воспрянул духом. Холодно вообще. Я думаю, что так мерзну ночью. Я вообще всю ночь мерзла, хотя я в пуховой куртке, в пуховых штанах, в чунях пуховых, в пуховом спальнике, но правда спальник не зимний. Я мерзла все равно. Я до 3 ночи не могла нормально уснуть от холода. А потом где-то уже в 4 часу начала немножко согреваться. И то не до конца, но, видимо, потом провалилась в сон. Сейчас вот время почти 9 часов уже утра. Я просто вылазить не хотела. И красиво, конечно, но как по такому ходить? Представляете, вчера дорогу я показывала, какая там грязюка. И сейчас ее вот таким еще снегом присыпала. Это просто жесть. В общем, я утеплилась. Грела сейчас ботинки дыханием своим. Они у меня хоть и в гамаке были, вот там внутри, но все равно холодные такие, дубовые. Вот эти штаны, еще штаны надела. Сама вся утеплилась, надела все, что у меня есть теплое. Баф, там вот типа термокофточки теплой. Потом там у меня еще одна кофта, пуховая куртка и вот мембранная куртка. Но это пока, на ход я пуховую сниму. У меня кот пострадал. Я не знаю, как это случилось, но вот ночью как-то вот так вот он пострадал. А я иголки с ниткой не взяла, это вообще очень плохо. Не знаю, как я с ним буду еще несколько дней ходить. Тент приходится каждые 3-5 минут стряхивать. Снег такой крупный, хлопьями большими падает. И быстро засыпает. Его тут же придавливает. И приходится очень часто его стряхивать. Поэтому меня ночью так засыпало и пригнуло. Вот такие дела. Жесть, как холодно. Зима натуральная. Я к зиме была не готова, если честно.
Делать зарядку, конечно, в заснеженном лесу это что-то. Еще когда снег на голову сыпется. Зато согрелась немного. Плюс гамака в том, что его можно собрать под тентом и повесить, разобрать тоже под тентом. В таком случае он остается сухой. У него еще защитная подстежка, она вообще не промокает. Стропы тоже легко снимаются, легко вешаются. И шла за водой, а тут такая сказка. И вон он, подвесной мост, по которому я вчера ночью переходила. Представляете, как он высоко висит над рекой, над такой бурной. Обалдеть. На той стороне волк ко мне идет. Волчара, ты куда по воде? Ты откуда тут взялся? Да шучу, это собака. Он меня, наверное, спасти пришел. Ох ты, красавец. Не знает, как перейти. Да ты куда по воде, пёсель? Блин, еще не хватало, чтобы он тут потоп. Сообразит, не сообразит, где перейти. Короче, красота вообще. Я в этих одеждах как колобок. На мне просто столько одежды одета. Надо сейчас готовить, кушать. Если газ, конечно, у меня не замерз. Руки мерзнут, жесть как. Задубачела. Вот это я в зиму попала. Это морда собачья. Где-то перешел. Пес. И пришел ко мне в лагерь. Песель. Играться ему надо. Слушай, мне не до игр, мне надо кушать, готовить. Пес. Фу, нельзя. 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 Ну нельзя. Я понимаю, что молодой, тебе поиграться охота. Красавец. А тут вообще-то с собаками нельзя. Откуда он взялся, непонятно. Ну что ты, молодые деревья гнешь, а? Пес. Пес. Сел такой рядом и сидит, ждет, а мне даже его угостить-то сильно нечем. Печеньку, если только дать. Ох, руки не слушаются, ё-моё. О, зажегся. Это хорошо. Это хорошо. Вроде дихлофос. Главное, теперь, чтобы мне это все не рухнуло.
Пёсель уснул. Чесался, кусался. О, подглядывает. Я надеюсь, он не будет всю дорогу за мной бежать. Это капец. Еще не хватало мне пса. Вообще на газе написано, что он зимний. Но он, конечно, не замерз совсем, но еле-еле греет. Я уже не могу дождаться. Я уже почти на все открыла. И все равно плохо идет. Хорошо, хоть совсем не замерз. Вот такой сублимированный омлет заварила. Есть хочу, уже не могу. Сейчас поем горяченького хоть. И уже сходила за водой, поставила вторую порцию воды, чтобы с собой кипятка взять и чаю сейчас попить. Пёселю дала печеньку, он съел. Может быть, немножко поделюсь омлетом. Сильно не могу едой с ним делиться. Он, кстати, не выглядит худым, он довольно упитанный. Скорее всего, местный пес. У туристов еду выпрашивает. Вот, как хорошо горяченький запоет. На, на, иди на, на, на. Вон погранцы уезжают. Приезжали специально меня проверить, представляете? Короче, слышу, кто-то едет. Думаю, да не можешь здесь, чтобы какие-то машины ездили. Думаю, неужели квадрики? На квадриках запрещено. А это погранцы, представляете, приехали. И именно меня искали. Потому что вчера я же в ночь ушла, а тут же отмечаешься везде. Ну, нельзя не отмечаться. Это же национальный парк. И вот, и они знали, что я в ночь ушла. Запереживали, так как ночью похолодало, снег выпал. И поехали меня искать, представляете? Нашли. Все давай расспрашивать, как, что, замерзла, не замерзла. Наверное, думали, спасать придется. Вот, спросили, куда я дальше пойду. И сказали отмечаться на каждом приюте, чтобы они знали, что со мной все нормально. Потому что я одна хожу. Сказали, что тут медведи недавно ходили. Еще и снег такой выпал. Короче, вот такие дела. Такая красота вокруг. Все, я собрала лагерь и ухожу. Время позднее. Поздно я пошла. Сейчас еще надо за тропой следить. Я же здесь первый раз, ничего не знаю. Надо следить. Ой, пёсель за мной побежал. Кстати, пса они знают. Сказали не кормить его. Ну, видно, что он сытый. Я говорю, я так угостила чуть-чуть. А он говорит, что с вами ночевал? Я говорю, нет, под утро пришел. Но вот, походу, он решил меня сопровождать. Как чувствует, видимо, что я одна. Да, собака? А? Спасатель. Вот такое меня ждет. Просто месиво. Грязюка невозможная. Скользюка, грязюка. Оттуда я вчера пришла. Снег уже начал маленько с деревьев падать. Все мокро. Течет, бежит, ветром его сдувает. Думаю, подтает, если снова ночью не выпадет. Вот так вот находиться в национальном парке. Тебя везде найдут. Переживают люди. Приезжают, проверяют. Честно говоря, я такой первый раз вижу. Видите, тут вот тропы промаркированы. Сложно потеряться. Но условия суровые. Ну, а то, что тропы такие, еще и медведи водятся. И вся остальная живность, наверное, которая в тайге есть. Расспросили у меня, где я буду стоять, куда направляюсь и все такое. А я сказала, что хочу встать на Заячьей поляне. Вот в чем преимущество гамака. Почему я сюда именно гамак взяла. Потому что с гамаком стоять нигде не запрещено, если ты не жжешь костры. Вот такие тропы. Все в корнях.
Корни скользкие. Такая грязь, лужи. Это еще и снег помог этому всему. Хотя тут и так грязно всегда. Вот такая вся дорога, вся. Ну, красиво, зато как. Мне очень повезло. Я считаю, что мне повезло в такую красотень попасть. Надо же, когда именно снег выпал. Просто чудо. И снег за шиворот, и под ногами камни. Но я люблю, когда маршруты непростые. А то, знаете, было бы как-то скучно, если бы все ровно было. Среди вот этой всей грязи. Медунки такие. Снег на них лег. Какая красота. Так, информация для тех, кто собирается идти в мае на Таганай. Вот такая обстановочка. Вот такая просто тропа. Идти очень весело. По крайней мере мне. Я серьезно. Какая же красота. Такую красоту хочется снимать и снимать. Не знаю, растает ли снег, пока он хорошо лежит. Но плюс в том, что снег закончился, и он уже не идет. Это большой плюс. Я считаю, плюсов больше, чем минусов гораздо в данной ситуации. Смотрите, какая вокруг красота. Ё-моё. Уже лето у многих, уже огороды садят. А я все по снегам хожу. Я там своим подписчикам в группе ВК говорила, что не будет у меня больше зимних фильмов, кроме Байкала. Ну, после Байкала. А нет, оказывается, вот, кто бы знал, что в мае эта зима такая будет. Как красиво. Сегодня у меня переход до Заячьей поляны. Я надеюсь, что я до нее сегодня дойду. Там хочу встать. А завтра, наверное, в Радиалку пойду. Не знаю, еще подумаю. Как красиво. Куру мосток весь снегом засыпан. И вот такая тропа. Вся снежная, морозная. Прям реально зима. Вот разве скажешь, что май? Середина мая. Ё-моё. Знаете, в чем преимущество одной ходить? Я, наверное, уже не раз рассказывала. Вот это то, что ты идешь и хочешь бежишь, хочешь зависнешь где-нибудь. Я вообще могу где-нибудь, знаете, на 1,5-2 часа зависнуть и висеть. Наблюдать, сидеть, медитировать. Я сегодня хотела, до 8:30 валялась в гамаке, потому что было очень холодно. Я слышала, что то ли снег, то ли дождь идет. Вот, вылазить не хотелось. Собиралась неспешно, очень долго. Вышла поздно. То есть, а иногда мне наоборот хочется рвать когти, бежать, быстро все делать. Вот. И человек же, допустим, с тобой, который идет, не может под тебя вот так подстраиваться постоянно. И ты под него тяжело подстраиваться друг под друга. Вот. И я еще себя никогда не загоняю ни в какие рамки. У меня нет определенного маршрута практически никогда. Ну так в голове какие-то мысли есть. Меня даже сейчас пограны эти спрашивали. Не знаю, правильно ли их называю. Маршрут. Они очень были удивлены, что у меня нет маршрута. Они такие, как? Ну вы же должны знать маршрут. Я говорю, ну примерно, вот, может туда схожу. Они, по-моему, вообще обалдели от такого. У них вообще, наверное, такое первый раз, чтобы в ночь одна девушка еще ко всему шла вот так вот в лес, в тайгу. Поэтому они, наверное, экипаж подняли.
потеряли меня. И вот минус в том, что мне сейчас придется на всех приютах сообщать, что со мной все нормально, потому что я одна иду, чтобы они были в курсе, что со мной, где я. Я их понимаю, это их работа. Проблемы-то тоже людям неохота создавать. Вот, и я, знаете, не расстроюсь, если я, допустим, не пройду маршрут, который я хочу пройти. Ну, могу немного расстроиться, но не пройду, ничего страшного. А есть люди, которые себя загоняют в рамки. Им нужно вот маршрут пройти, они его проложат на карте. И вот, что хочешь, делай, надо его пройти. А это ведь зависит от многих причин, пройдешь ты его или нет. Состояние здоровья, состояние медитирования, да, залипания где-то, фотографирования. У меня процесс вот съемки очень много времени занимает. Потом состояние дорог, погода, естественно. Вот, допустим, как сейчас, да, снег выпал, путь очень сильно усложнился. Вот, от многих факторов зависит. И поэтому я, например, не знаю, я хочу дойти до этого Большой Таганай, по-моему, называется. Или дальний Таганай. Но не факт, что я до него дойду. Ну, я хочу до него в Радиалку сходить. Может быть, от Заячьей Поляны. Но это у меня так мысли. А так я не знаю, какой у меня будет маршрут. Сейчас пока в данный момент мне нужно дойти до Заячьей Поляны. Там буду смотреть, решать, что дальше делать. Дошла я до приюта Гремячий. Ой, Белый Ключ. Вон он. И я оставила там рюкзак. Видите, какая лестница высокая, длинная, снежная. Мне сейчас нужно подняться наверх. У меня какие-то сплошные забеги получаются. Хочу сбегать. Тут очень красивые скалы, перья называются. Хочу их снять. Очень жалею, что я поторопилась сейчас, потому что времени мало у меня уже. И штатив не взяла, он может там понадобиться. Фу, и сниму скалы. И нужно дальше бежать до Заячьей Поляны. 7,5 километров. Учитывая, что сейчас уже прилично времени. И учитывая то, что дорога такая. И сказали сейчас, что снегопад обещают сегодня. То есть снега еще больше навалит. Путь будет очень тяжелый. В общем, я поднялась одну очень длинную лестницу, она там осталась. Сейчас иду в гору. И смотрите, какие красивые тут камни, усыпанные снегом. Там даже льдинки висят, сосульки. И сейчас будет вторая такая лестница. Мне сказали, что их 3 и далее подъем. А представьте, люди раньше здесь поднимались вот просто по вот таким каменюкам. По мне так это интереснее гораздо. И по мне по каменюкам легче подниматься, чем по лестнице. Для меня лично. Вот так вот окультуривают парки, дикие места. Иду все время в гору вот в такое. Поднимаюсь по куруму, по снегу. Из-за снега тропы совсем не видать. Вот там метки есть. И вот, сука, я уже спустилась. Ой, поднялась только. Это я прошла 2 лестницы уже. И вторую горку поднимаюсь. Преимущество в том, такой погоды, что вообще туристов нет. Это такой плюс. Тишина, никого нет. Конечно, огромный минус, что я в такой снегопад, вон они скалы, их так плохо видно. Ё-моё. Столько поднималась, и почти ничего не видно. Сейчас еще немного пройду. Думаю, там, может, лучше видно будет. Вот здесь сейчас пойду, тоже тут скала такая небольшая. Вот там вот огромные, конечно, скалы. Надеюсь, я их увижу. Так, вот еще на пути скалки. Понятно, почему перья, они на перья похожи. Такими прям перышками стоят. На наших столбах тоже перья есть.
Ну и метель, пурга, снегопад. Ёлы-палы, ничего не видать. Вот это погода. Такой снежина. Если сегодня весь день будет валить, я чувствую, как бы по колено не навалило снега. Елки-палки. Долина, как всегда. Летом, наверное, тут красиво. Да и в такую погоду вот не каждый пойдет. Летом-то все ходят. Зимой увидеть такие скалы в снегу тоже отдельная история. Снимать, конечно, не камильфо в такую погоду, но мега красиво. Мне нравится, что очень красиво. Хоть и плохо видно, конечно, все. И лезть опасно. Потому что скользко. Снега много. Непонятно, куда ступаешь. Под снегом ничего не видно. Опа. Зато так классно вообще, так красиво. И самое главное, никого нет. Это же вообще круто. Вау, вот это красота! О, о, вы сейчас очумеете, вот это перья. Ё-моё, это невыносимо красиво. Обалдеть. Вы представляете, тут вот обрыв сразу. Я вот так стою тут рядышком совсем. Но я хочу немножко подойти. Надо аккуратно не навернуться. Елки зеленые. Вот они, зеленые елки, вот они, скалы. Скалы, перья. Обалденно красиво. Не зря я шла. Не зря я время выделила на это. Ой, как же красиво. Класс! Я так рада. А вот я ближе к ним подошла. Смотрите, как красиво. Еще среди елей такой фон. Не, ну летом это было бы не то. Все-таки зимой, да. Очень красиво. Все в снегу. И не зря я поднялась все-таки. Увидела эти скалы. Хоть и снегопад такой сильный. Не, ну я такая довольная. Ё-моё-то, а. Смотрите, куда я забрела. Прям вдоль этих скал поднимаюсь. Красотень какая. Такая красота. 1000 раз уже сказала красота, красота, потому что, ну ё-моё, ну реально так красиво все. Где-то тут подняться можно. Не пойму где. Снега уже по щиколотку. Смотрите, на фоне каких скал я иду. Мега красиво. Тут тропа проходит, что самое интересное. До этих скал. Жалко, штатив не взяла со
стороны себя не снимешь. В общем, я на вершине, да. И я же здесь первый раз. Возможно, там есть еще куда-то тропа. Но меток никаких нет. И все вот так вот вообще снегом засыпано. Наверняка, наверное, тут летом можно еще дальше пройти, посмотреть что-то там. Но я не рискну, наверное. Я просто понимаю, что я потом опять ночью попрусь. А такой холод, такой снег. Мне что-то не хочется где-нибудь погибнуть в горах. И чтобы потом меня вот эти вот спасатели на квадриках искали. Короче, надо спускаться вниз. Всему есть разумный предел. Вон там вообще все запуржило. Даже уже не видать скал почти. Вот они, скалы. Темным-темно. Это снежина. Главное, чтобы ноги не вымокли, потому что сушить их просто негде. Греться тоже негде. Такие дела. Костры тут не пожжешь нормально. Еще больше, по-моему, запуржило. Скал совсем стало не видать. Я еще вовремя поднялась, посмотрела. Сейчас совсем темно. Я вот сколько искала по Таганаю, везде неправильный прогноз, везде. Нигде не было написано, что будет снег, что снегопады будут. И везде стояла плюсовая температура. Солнечно, плюсовая температура. Тропа моя сейчас лежит вот через такие камни. Это я уже иду на Заячью поляну, держу путь. Вот, кстати, на приютах очень хорошие отношения. Все расспросят, все спросят, как, что, куда собралась, где встанешь. Дали теплой воды большую кружку, я попросила попить. Говорю, есть у вас теплая вода? Потому что везде в источниках там леденющая вода. А я сбегала на горы, на такие крутые. И мне так пить хотелось. Огромную кружку воды теплой выдула. Вот, все расспросили. Я сказала, что может раньше встану. Может не дойду, потому что слишком долго идти. Вот, и путь такой по курумнику у меня сейчас идет. Надо осторожно идти, они камни скользкие. Ёшкин кот. Ноги ломать. Камни скользкие. Вот такая тропа, представляете? По курум, потом в лес, потом там опять курум.
Зато красота какая и тишина. Не могла не снять это великолепие. Ох, и деревья скрипят. Жуть нагоняют. Сейчас мне через этот скользкий курум снежный лезть. Вон куда-то туда, вот за большой этот камень, вон метка. Очуметь. Я уже 3 или 4 вот таких мест прошла. Лезешь через курум, потом частично через лес, опять через курум. Такая вся дорога. Очень скользкие камни. Да, в отличие от Фергак, тут, конечно, вообще непонятно, как идти, потому что это большие такие камни, скользючие. И между ними прям такие нормальные провалы. Прям некуда ноги ступать, ставить. Ямы такие. Очень сложно выбирать путь, особенно снегом все присыпало, ничего не видно. Когда мне надо туда выйти, вот. Иду вот так вот, мучаюсь, вся в снегу. Уже отряхнула, штаны все были в снегу. А прошла-то совсем чуть-чуть. Ну, надо дальше двигать, что делать. Замедляется, конечно, процесс сильно. Не знаю, где обходить. И снега столько. Поляна какая-то. У меня вот такие ноги. Все в снегу, но самое интересное, они еще сухие. Здорово. Так, надо где-то перескочить. Попробовать. Какая у меня красивая тропа. Но непростая. Очень непростая. Вот он, Собакин, которого я думала потеряла. А он на гремячем ключе. Сначала со мной побежал, сейчас он собирается демонстративно лечь. Натуральный волк. Так на волка похож. Ты со мной идешь или тут остаешься? Короче, со мной уже целая история произошла. Снимаю мало я, чтобы мне не отвлекаться, время не тратить. В общем, дошла до гремячего ключа, приют. Меня там хорошо так приняли охранники. И они чаем меня напоили горячим. Я там покушала немножко. В общем, передохнула, обсушилась. И вот дальше пошла. Время, правда, уже около 6 вечера. А я только пошла. Мне еще 5,5 где-то км идти. Ну, короче, посмотрим. Если не дойду, встану раньше где-нибудь. И вот Собакина там нашла. Вот. И мне сказали, что медведи тут ходят. Уже 2 видели. И вот на белом ключе, на приюте, где я заходила, там тоже медведь недалеко где-то ходит. Короче, такие дела. Сказали быть осторожной. Все удивлялись, что я одна. Уговаривали остаться в приюте. Я говорю, не-не. Вот. И я, кстати, выяснила цены. Баня стоит 900 рублей. Это, кстати, дешевле, чем на Байкале в Шумихе мы спрашивали. Там что-то вообще нереальная цена. 2000, что ли, или 2500. Тут относительно это получается дешево. Так, ночь. Ночь в избе в общей, как общага называется, стоит 600 рублей с человека. Палатки ставить с человека стоит 100 рублей. А если вы домик хотите комфортно снять, то 2500. Вот такие дела. Такие расценки. Специально для вас узнавала. Осторожно, дикие животные. Волк! Мама дорогая, волк!
солнышко проглянуло. Хорошо так. Что-то мне даже жарко стало. То ли теплеет, то ли после чая, мне так кажется. В общем, я даже вся расстегнулась. Ну, еще то, что я в гору иду. Сказали, 3 километра подъем в гору. А там уже будет легче, там уже будет ровно. По равнине вроде как. Ну, может, пологий такой подъем будет. Фу. А здесь, кстати, от Гремячего Ключа можно сбегать на Митькины скалы и на Бараньи Лбы. Я очень хотела тоже туда сходить, но они мне сказали, что на Бараньи Лбы там вообще нереально. Они бы даже не пустили. Ну, из-за снегопада. Там типа очень скользко, непроходимо сейчас. Там подниматься очень резко надо. Вот. И на Митькины скалы они сказали, можно дойти там до куда-то, но на них не поднимешься, что-то такое. Тоже из-за того, что снега много. Вот. Но я сначала расстроилась, что я не попадаю туда, потому что мне времени не хватает. А когда они сказали, что там все равно непроходимо, я думаю, ну и ладно, значит так надо. На самом деле я в таком восторге от такой погоды, от снега. Пусть там на какие-то скалы не получится сходить. Пусть я не посмотрю стандартные маршруты. Ну и вам, естественно, не покажу. Но тут вокруг столько красоты. Все равно снег восторгает. Вот не люблю я зиму. И на самом деле он мне уже за... Сколько у нас там? 7-8 месяцев почти зима идет. Снег этот не прекращается. По крайней мере, в лесах его полно-полно. И он, естественно, надоедает. Но все равно каждый раз, когда вот так вот выпадет, еще солнцем подсветит, восторгает. Так красиво все становится. Снег он украшает. Посмотрите, какая тайга красивая. Тишина. Лишь ручеек журчит. По такой тайге идти одно удовольствие. Хоть и мокро, хоть и грязно, но как красиво. Как красиво. Ой, вообще. Вот эти деревья, когда их снегом присыпет, сразу так красиво становятся. Ели, пихты. Ё-моё. Хочется снимать и снимать. Мне идти надо. Я все снимаю. Потом, конечно, я не успеваю никуда прийти. Посмотрите, какая красота. Разве не красота? Вот, допустим, елка какая. Пушистая, вся снегом усыпанная. На фоне такого голубого неба.
Иду, размышляю. Думаю, какие же все-таки ребята этих молодцы, которые приехали проверить, все ли у меня нормально. Представляете, тратили свое время, на мотоцикле доехали по очень-очень грязной, плохой дороге. Вообще не знаю, как они там проехали. Просто проверить. А все потому, вот я сейчас захожу на базы, да, везде, на приюты, отмечаться. Все потому, что я не дошла, вот когда в ночь пошла, вчера, да, не дошла до базы Белый Ключ. Хотя я изначально в визит-центре, когда регистрировалась, сказала, я не дойду, потому что уже ночь, темно, что я встану за мостом, я предупредила. Они уже знали, куда ехать. Вот, но они все равно запаниковали, что я не пришла, не отметилась. И поехали проверить, представляете? Тут вот я смотрю, люди работают добрые, отзывчивые. Всегда помогут, все расскажут досконально. Вот какие вопросы не задай, они все разжуют и вот чуть ли в рот не положат. Вот. Вообще мне это нравится, такое отношение, когда люди сидят на своих местах. Вот, поэтому тех, кто сюда поедет, имейте в виду, что тут очень хороший сервис. О, пес меня догнал. Ты волчара? А, пес? Ой ты, ой ты, ой ты. Ему жарко, бедному. Даже мне жарко, что уж говорить, в гору идти. Ой, 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 зарылся. Волк. Настоящий волк. Такой классный пес. И уши прям стоят так классно. Пес. Ой, ты классный такой. Сказали не кормить. Ну как такого милаху не кормить-то? А? Ты, волчара. Посмотрите на этого милого пса. Ой, дуреха. Тебе классно, да, так в снегу? Пес. Василь. Такой классный. Ты такой классный пес. Ты классный пес. Классный такой пес. Его бедного клещи едят. Вот и за ухом вот здесь, и вот над глазом. И вот тут над глазом. Жалко, я выдернуть их не смогу. Они уже напились. Мне нечем. Маленький. Да тут замучишься выдергивать их много. Красавец такой. Морда такая. Пойдем? Он, кстати, убегает. Неожиданно. Раз и пропал. Я думаю, ну все, наверное, отстал. Потом через какое-то время раз и появляется. Хитрюга какой. Я иду. Не сильно-то тороплюсь. В горку жарко, те вся мокрая. Это тоже плохо. Приду, буду остывать, замерзну. Любуюсь вот этой красотой. Вообще ни о чем не жалею. Ни о чем. Даже классно, что выпал снег. Даже классно, что попала в такую погоду. Классно, что вот этот пёсель увязался. Все вообще классно. Так все здорово. Надеюсь, так и будет весь мой поход. Пес. Ну-ка, поваляйся еще. Спрятался. Ну, какой кадр красивый. Под такой снежной елкой. Пес. Песель. Красавчик. Ой ты, ой ты. Иду. Голову поднимаю. Опа! Вот это красота! Вот это красота! Вот это скалы! Как дворец какой-то, крепость. Что-то смотрю по карте. Думала, это откликные. Наверное, они и есть. Они вот оттуда откуда-то начинаются. И вот такая гряда идет. На них вроде бы как можно откуда-то оттуда зайти, судя по карте. Ой, как красиво-то. Это значит, я почти до откликных дошла. Красотища какая.
Слушай, такая гряда огромная. Вот у нас на столбах, у нас много столбов в нашем городе. Центральные, восточные, качинские, мининские. Каких только нет столбов. И вот на восточных у нас есть китайская стенка. Она вот чем-то напоминает. Только у нас китайская стенка поменьше гораздо. Но тоже вот так вот тянется. Может, как-нибудь я схожу, покажу вам. Есть планы туда в поход сходить, поснимать. Ну-ка. Да. Класс. Красиво тоже здесь место такое. Камни так лежат. И все-таки вот, повторюсь в который раз, как же все-таки красиво со снегом. Вот вы понимаете, я эти скалы вижу именно со снегом, снегу. Летом они уже будут другими, более серыми. А сейчас вот этот снег, он придает особый контраст. Темное, светлое. Это очень красиво. Это, мне кажется, намного красивее, когда они без снега, чем когда они без снега. И реально, меня прям радость переполняет. Я иду, и прям радость такая внутри. Аж чуть ли не до слез. Приятная такая. И собакин. О, вот так со съемкой. Можно навернуться. Под снегом-то тут каменюки и каша всякая. Вышла на ровное, наконец, место. Такое. Надеюсь, больше подъемов не будет. А вон и откликные, видать. Ага. Круто. О, как красиво. Самое главное, снег прекратился, нет пурги, вьюги. И все видно хорошо. Это радует, очень радует. Какая красота тут. Ага. Ровненько так все, мне нравится. Пока не понимаю, подойду я к ним или нет. Времени-то у меня совсем нет. А сейчас, если прям я буду через них проходить, то круто будет. Смотрите, какая красота. Ё-моё. Ух. Как же здорово. Это красотень. Класс. Против солнца, конечно, но мне кажется, хорошо видно. Ветра совсем нет. Как распогодилось-то. Посмотрите, какие они красивые. Все в снегу. Там я вот вижу еще лишайник на них зеленый. Красивый. Так поближе сниму, так лучше видно. Ой, как классно. Вот это красотень. Вот это скалы. Как же здорово, да? Красотень-то какая. Так, а теперь мне главное уйти куда надо, потому что тут говорили мне, что когда я дойду до откликных, мне нужно вроде вправо свернуть. Но я сейчас еще с картой сверюсь. Вообще это у меня такой пробный поход, очень спонтанный. Я вообще в своей жизни никогда не собиралась на Таганай, потому что я не люблю такие парки, где все слишком цивилизовано. Хотя некоторые я посещаю, популярные места посещаю, но, как правило, я не снимаю практически, редко очень такие места. Вот, а сюда меня занесло случайно, потому что мне нужно было в Челябинске сделать кое-какие дела. И когда я собиралась в Челябинск, я начала рыть информацию, куда можно в Челябинской области скататься. Я искала более дикие места, но информации очень мало, и времени было мало мне нарыть. И я не смогла найти, куда можно более дикие места.
Вот Зюраткуль или Зюраткуль, как правильно, смотрела. Думала туда поехать. Вот сейчас мне тут сказали, кстати, что там вроде подичее немножко и туристов поменьше. Ну и тут хорошо. Мне понравилось, кстати, здесь. Мне нравится. О, не, я вот не могу эту мощь, эту красоту налюбоваться. Просто вообще. Посмотрите, какие скалы. Мощные, высокие, красивые. Я, короче, болтала с вами, снимала и пошла в ту сторону. А мне, оказывается, от них надо туда идти. Вперед. Вот. Чуть не ушла не туда. Пришлось немножко вернуться, но зато скалы поснимала. Ёшкин кот. Поднимаюсь, выхожу. А тут такая красота. О, я даже пока не знаю, что это. На карте не смотрела. О, как красиво. Ой, надо же. И вон там сопка такая. И тут скалы. И тут тропа идет вниз. Так, надо с картой сейчас свериться. Ёлки-палки. Ой, блин. Сейчас упаду с этой съемкой. О! И вот еще красивая какая скалка. Обалдеть. Такой красоты я не ожидала. Нет, все-таки снег придает особый колорит скалам. Что ни говори. Вот не было бы снега, они бы так не выделялись. Их бы было практически не видно на этом сером фоне. Вот, Чара, ты тоже за видами гоняешься? Вот, делать же мне нечего тут. Снега дофига. Я тут лазаю. Пёсель тут вместе со мной. Пёсель. О, какая картина, слушайте, маслом. Смотрите. Очуметь. Опа. Опа. Ну ничего ты позируешь. Пёс. Ё-моё, это ничего себе кадры какие классные. Обалдеть, смотрите, он тоже любит смотреть на виды. Да, Пёсель? Ты знаешь, зачем я хожу, да? И ты за мной вязался поэтому. О, отсюда вид еще лучше. Видишь, мода такая, мода ты такая, такая мода. Такой классный пес. Такой классный, посмотрите, какой он классный. Глазки закрыл. Закрыл и балдеет. Мудоха. Мудоха. Ну, может, идем? Что там увидел? По ходу пути открываются вот такие виды. Вот такие ходят тут волки. А я спускаюсь все время вниз. И что-то я вот подумала. Я вот сейчас подспустилась. Это вот мои следы. Тут, кстати, следов вообще нет. И слышите? Наверное, не слышно. Вода где-то тут журчит. Мне сказали, что там воды не будет. Может, думаю, набрать. С другой стороны, блин, тащить столько. Мне надо 6 литров, потому что я ж там 2 ночи буду, скорее всего, стоять. Что-то я не вижу, где она, вода тут.
Чуть-чуть уже осталось до Заячьей поляны. О, уже тут метку голубую привязал. Собакин со мной, ну куда-то убежал там вперед. Не знаю, увязался елки за мной. Чем его кормить? Вообще не знаю. Может, он потом до приюта там убежит и останется со мной. Потому что там от Заячьей поляны дальше еще приют Таганай. Я думаю, где мне воду брать, думаю, может сбегать до него. Километра 1,5, получится 3. Посмотрим сейчас, уже время много. Сначала надо прийти и лагерь установить. Птички распелись. Осторожно, дикое животное. Птицы поют. И вот тут, походу, Заячья поляна. Вон даже какие-то дрова или что это. И слышите? Тут есть ручей, представляете? Я по карте посмотрела, его еле заметно. Там есть ручей. Yes, у меня будет вода, никуда надо не бежать, не искать. Я уже думала, на крайняк снег буду топить. Но снег это такой себе вариант. Топится долго, и им не напьешься. Круто, я сейчас буду... О, и волчара пришел. Буду думать, где гамачок свой вешать, чтобы мне удобно было. Хорошо стоять в такой красоте. Класс. Вот такие у меня ботинки. Они просто даже уже не отряхиваются, а как белоснежные валенки. И что самое интересное, у меня ноги до сих пор сухие. Это вообще удачно ботинки купила новые. Купила их еще зимой по распродаже. И вот только сейчас первый раз их взяла в поход протестировать на свой страх и риск. Знала, что тут тропы такие. Очень боялась. Здорово, вообще ноги сухие. Буду располагаться сейчас. Гамак вешать, лагерь устанавливать, пока не потемнело. Потому что время то ли 8, то ли уже даже начало 9. Благо, что сейчас дни такие длинные. Думаю, пока где гамак вешать. Тут вот удобные такие эти. Камень огромный. И вот еще камушек на нем. И дровина такая лежит. И я вот думаю, что можно здесь как использовать как столик, стул. Удобно будет кушать, готовить. И вот где-то тут рядом надо гамак вешать. Так, я установила гамак. Сейчас еще тент натяну. Вот эту ветку придется смахнуть. Жаль, конечно. Пока не буду трогать, а то вот это все посыпется ко мне туда. Сначала надо тент повесить. Так, сейчас протестируем, нормально ли я. Не сильно ли я натянула, кстати. О, здорово. Что-то я сегодня устала, так охота завалиться и все. Но нет, я вчера не ела. Надо сегодня поесть. Надо приготовить, пока я совсем дуба не дала. Я уже сильно замерзла. Надо поставить воду. Надо еще за водой сначала сходить. И первым делом тент. Картина маслом. Пёсель спит. Гамак висит. Все в снегу. Птицы поют. Все супер. Холодно только. Неужели он всю ночь со мной будет? Елки-палки. Ой, у меня тут уж несколько клещей за ухом. Дала ему печеньки, он что-то не ест. На. На. Не хочешь? Не есть. Ладно, пусть лежат, может, что хочет. Он даже и не выпрашивает такой-то воспитанный пес.
Ну, не голодный, наверное, раз не хочет. Может, его кормят. Целый день бегаю, не знаю. Я уже за водой на речку сходила. Не стала снимать, потому что сильно замерзла. Пока это все поставишь, этот штатив, пока там залезешь, все это долго очень. А хочется уже кушать. Сейчас еще фиг знает, сколько времени греться будет. В такую погоду всегда намного дольше греется вода, потому что холодно. Сейчас главное, чтобы еще газ загорелся. Это вообще самое главное. У меня, конечно, кипяток есть в этом термосе. О! Реально зимний газ, ё-моё, работает. Я еще не решила, что я есть буду. Сейчас посмотрим. Если мне только кипяток нужен, то я использую из термоса. Сейчас заварю, чтобы побыстрее. А этот новый термос залью. Вот такой у меня сегодня ужин, можно сказать, шикарный. Грибы с грибами. Суп-пюре грибной. Хлебец, намазанный вот таким паштетом, тоже грибным. И киселек. Ну, если влезет, можно еще пару печенек съесть. Я вся тут извертелась и скрутилась, пока упаковалась. Вот так вот ноги застегнула в куртку. И сегодня надела дополнительно еще одни носки. И штаны, подштанники оставила. Сверху термоштаны надела. И пуховые еще. Потому что вчера я замерзла. Петель там лежит. Что-то уже рычал на кого-то. Как бы он мне ночью спать не мешал. Ну хорошо, что рядом охраняет. С одной стороны. С другой стороны, наоборот. Может привлечь диких животных. Неизвестно, что лучше. Короче, я вот так упаковалась. Сегодня я еще буду в спальне, ой, в спальнике, в шапке спать. Если замерзну, еще и капюшон надену. Сейчас я застегнусь уже. У меня тут уже ЧП случилось. Блин, меня не видно нифига, да? У меня же кот порвался. Ладно, я сейчас не буду, наверное, доставать или достану. О, какая дыра. Это вообще капец. Я не знаю, как он так расползся. Короче, он опять расползся. Я его ведь не так давно перешивала. И вот он опять расползся ночью. Сегодня ночью. Я не знаю, как так получилось. Я его подкладывала под шею. Может быть, как-то неудачно что-то потянула его. Капец. И обычно я беру всегда нитки с иголкой, а в этот раз забыла. Мне нечем его зашить, и переживаю, как бы он совсем не разлезся. Ладно, все, всем спокойной ночи, до утра.